Итак, ребят, всем привет! И сегодня мы поговорим с вами про следующий тип личности INFJ, про который я еще не рассказывала. Этот тип личности считается самым редким по статистическим данным. Итак, INFJ на сайте 16 типов личности он назван активист. Тоже не совсем понятно вот это название на самом деле. Там многие названия непонятные. Ни в коем случае не подумайте, что я этот сайт 16 типов личности привожу как достоверный, потому что несколько людей в комментариях уже упоминали о том, что вот там тест неполный. Ну да, я как бы говорила, что там неполный тест. Эти названия все, они придуманы для легкости восприятия. На самом деле вот эти активисты, посредники и так далее, на самом деле просто дело в когнитивных функциях и вот буквенном обозначении, да, просто буквенное обозначение нелегко так сразу воспринять, да, всю эту систему, поэтому придумали такое самое близкое описательное слово. Кстати, про когнитивные функции, кто еще не смотрел, оставлю видео в подсказочках. И давайте перейдем к статистике. Сколько же процентов INFJ в населении земного шара? Говорят, что всего лишь 1-2%. Среди мужчин это также считается самый редкий тип личности, потому что он чаще встречается среди женщин. Видите буковку F, значит, чаще распространено среди женского населения. Среди мужчин это чуть больше 1%, среди женщин тоже 1,5% где-то. То есть это самый редкий тип личности в целом населении, самый редкий среди мужчин, и достаточно редкий входит в пятерку, да, самых редких среди женщин также. Ну, буквы означают у нас I – интроверт, N – интуит, F – чувствующий и J – планирующий. Как вы поняли, интуиты гораздо реже распространены, чем сенсоры, поэтому мы вот сейчас начали так. Я начала с интуитов, потому что это редкий тип личности, и я знаю, что многим интуитам, особенно чем реже, тем тяжелее им найти себя, да, в обществе, потому что их часто не принимают, и ребят редких типов личности, если вы посмотрите эти видео, вам будет... Вы как-то можете успокоиться, потому что в свое время, когда я узнала свой тип личности и поняла это, что просто дело в том, что я достаточно редкого типа личности, и поэтому я могу не находить так много людей, с которыми я на одной волне, только по этой причине. Ну что, продолжаем. F – чувствующий, и J – планирующий, judging. То есть, я называю планирующий, не планирующий, на самом деле это как бы относится к тому, что вы больше не воспринимаете информацию и подстраиваетесь под нее, а стараетесь ее изменить, как бы окружающую среду, да, не подстраиваете под обстоятельства, которые с вами происходят, а пытаетесь на нее влиять самостоятельно, да, своими силами. В частности, INFJ пытается влиять на окружающую среду посредством эмоций. Но об этом сейчас попозже расскажу. Сначала приведу примеры людей и персонажей знаменитых, которые олицетворяют собой INFJ. Итак, это Джон Сноу. Считается, что персонаж Джона Сноу – это INFJ. Дэвид Линч – это многие такие режиссеры авангардные, да, вообще профессия режиссера, она свойственна режиссера и писателя, да, мы потихонечку к профессиям тоже будем приходить, она свойственна и INFJ, и INFJ, и INFP тоже. Вот это такая способность перевоплощаться в какую-то историю эмоциональную и рассказывать ее как в письменном, так и в визуальном виде. То есть это и писатели, и режиссеры могут быть, и актеры, которые очень хорошо перевоплощаются в разные характеры. Соответственно, они и очень хорошие манипуляторы в эмоциональном формате. Дэвид Линч, Франко Соцани, это была очень долго знаменитая главный редактор итальянского Vogue, может быть, кто знает, пробейте в гугле. Вот такие несколько примеров. Остальные не буду приводить, тоже там есть некоторые личности спорные. Так вот, вернемся к профессиям, о чем я сказала, что эти люди очень активно развиваются в искусстве, тоже в музыке, в театре, как в написании пьес, сценариев, так и в режиссуре, и вот в таком перевоплощении актерском.
Почему? Потому что помимо того, что они очень хорошие психологи, кстати, одна из самых распространенных профессий у этого типа личности INFJ также и психолог, психоаналитик. Так вот, благодаря этой первой когнитивной функции, о которой я рассказывала в видео про когнитивные функции, интровертная интуиция, теперь вы знаете, NI называется она. Нам эти названия, обозначения понадобятся, если вы в дальнейшем будете смотреть мои ролики, я надеюсь, будете. Так вот, эта интуиция, она помогает как бы очень быстро понять характер человека. И также у них очень хорошо развит эмоциональный интеллект. То есть почему этот тип личности такой необычный считается и редкий? Потому что у них почти одинаково развит эмоциональный интеллект и интеллект, в смысле интеллектуальность. Да? У них один из самых высоких IQ среди всех типов личности. Они входят в пятерку с типов личности с самым высоким IQ. Опять же, это статистические данные, конечно, нельзя на каждого человека сажать вот эти ярлыки, просто привожу общую информацию, да, которую уже удалось получить исследовательским научным путем, да, на сегодняшний день. Конечно, везде есть исключения, мы говорим про такую статистику обычную. Да. Так вот, у них одинаково развит и эмоциональный интеллект, чего часто очень не хватает как раз людям с высоким IQ. Да? Ну и, соответственно, вы видели, что на сайте он относится к дипломатам. Благодаря такой чувствительности они буквально впитывают эмоции других людей и могут их успокоить благодаря этому. Это вот когда более психологическая, психоаналитическая направленность, либо сманипулировать, да, на чужих эмоциях. Это тоже у них очень легко получается благодаря вот такой природной способности. Но в большинстве случаев они стараются поддерживать такой баланс. Да. Этому типу личности свойственно мышление гармония, да, из тех 4, о которых я рассказывала. Гармония, эффективность, аутентичность и точность. Аутентичность, например, была свойственна INFP и ENFP, а вот гармония, когда мы не хотим никаких конфликтов, чтобы все было, чтобы все были счастливы, довольны. Можно сказать, они прям боятся конфликтов, из себя не выходят, боятся негативных эмоций, потому что эмоции не всегда они могут свои контролировать. Если они негативные, они очень сильные, и поэтому они боятся их сильно выпускать из-под контроля, потому что, к сожалению, это не так, как у думающих типов личности может быть. Когда они знают, где остановиться. У чувствующих иногда это через край переходит бесконтрольно и может быть действительно опасно. То есть это олицетворение такой мягкой силы. Им достаточно тоже несложно управлять массами людей, но они будут делать это по-другому. Например, не так, как лидерские другие типы личности склонны к лидерству. Например, мы рассматривали INTJ, да, который может быть склонен к лидерству довольно-таки часто, в отличие от остальных типов личности. Так вот, здесь это будет такое мягкое. Человек будет подталкивать вас, да, не приказывать что-то сделать, да, как такой стандартный архетипический лидер, а будет потихонечку вас подталкивать к этому, очень незаметно для вас, что вы, в принципе, в конечном итоге даже не будете знать, что это вам человек внушил на самом деле какую-то мысль, а это абсолютно была не ваша идея, да, и не ваше желание изначально. К сожалению, да, это может иметь печальные последствия. Например, вот американские маньяки, да, были такие, по-моему, секты, они заводили секты или какие-то семьи с несколькими женщин. Вот я просто забыла сейчас имя этого знаменитого маньяка, и не хотелось бы, в принципе, упоминать, который заставил девушек, которые с ним жили, кого-то убить, да, и получилось, что он внушил им какую-то мысль это сделать. Ну, кто знает эту историю, тот знает. А они за него сделали. Так вот, пошли вместе девушки молодые достаточно, по-моему, и кого-то зарезали или что-то такое. Только из-за того, что как бы он внушил им эту идею. Да? То есть это на самом деле довольно-таки сильные могут быть ораторы, манипуляторы и так далее. Но они также очень хорошие педагоги, психологи и могут помочь найти проблему человеку, реально выбраться из какой-то тяжелой ситуации. Да, поэтому они одни из лучших психологов, психоаналитиков.
То есть это настоящие эмпаты. Конечно, им следовало бы немножко дистанцироваться от чужих эмоций иногда, потому что вот этот процесс впитывания чужого состояния они зачастую не контролируют. И больше концентрироваться на себе, на том, что они сами испытывают, и не поддаваться вот этой волне, не впадать в чужие, в чужие эмоции и состояния. Что еще можно сказать? Да, действительно, у этого типа личности довольно-таки неплохо развита и логика. То есть исследовательская логика — это конкретно когнитивная функция TI, интровертная логика, которая свойственна, она у них на 3-м месте находится у этого типа личности. Интровертная логика, которая свойственна ученым, да, и поэтому зачастую они достаточно высокоинтеллектуальны, могут заниматься исследовательской работой, могут, например, заниматься детективной там, какой-то работой и так далее. Они зачастую не агрессивные и не очень развиты физически, да, то есть сенсорность у них довольно-таки плохо развита. И вот они в таком тоже абстрактном мире пребывают в большинстве случаев, как и многие интуиты, и поэтому стремятся развивать какую-то сенсорность в своей жизни, там, любят природу, скорее всего, да, прогулки в лесу какие-то, все, что связано вот с сенсорным таким восприятием. Ну, также им не свойственна соревновательность, поскольку соревновательность и такая assertiveness, да, она зачастую связана с конфликтностью. В открытый конфликт INFJ не пойдут. К сожалению, они могут как бы за спиной. По ним очень сложно определить, как на самом деле они относятся к вам, потому что в открытый конфликт они никогда почти не идут. А за спиной они будут думать то, что думать о вас, или если вы там как-то их обидели или что-то. Хотя они не такие уж и обидчивые, но об этом сейчас расскажу поподробнее. Они будут стараться поддерживать атмосферу такой статус-кво, да, как будто ничего не произошло, чтобы не вызывать такой вот эмоциональный конфликт. Так вот, по поводу обид, я в видео про INTP упомянула о том, что помимо INTP еще и INFJ может, когда человек довел его до ручки, просто перестать резко с ним общаться. Бывает какая-то последняя капля, потому что INFJ довольно-таки терпеливы, как вы понимаете, они будут до последнего стараться не доводить до конфликта. И нужно что-то такое очень сильно сделать, чтобы вывести INFJ настолько из себя, чтобы они как-то повышали голос или начали психовать. Это им очень несвойственно. И если их так сильно, например, вывести или оскорбить, и человек при этом для них не самый родной, не самый близкий, а просто какой-то знакомый или даже друг, они могут прекратить общение, да, это называется, по-моему, door slam. Посмотреть, door slam, когда хлопнуть дверью и уйти. Вот INFJ тоже так могут сделать, когда уже их терпению, их старание поддерживать мир и баланс, вот этот, и гармонию не ценится, и когда ими пользуются, их добротой вот этой, и зачастую там услужливостью, потому что они могут там ради сохранения мира там кому-то что-то уступить или сделать в ущерб себе даже зачастую, да. Если этим сильно пользоваться, они же все это фиксируют, да, следят за этим, то рано или поздно для человека может такой сюрприз тоже быть преподнесен в виде прекращения резкого общения. Ну, у этих людей очень такая авангардная фантазия. Если вы смотрели хоть один фильм Дэвида Линча, вы понимаете, да, что у этих людей такая зачастую очень фантазия сюрреалистичная, да, они передают какие-то образы чувственные и не всегда понятные даже для них из подсознания, да, вот это подсознание, которое пропускается через чувственность, это интровертная интуиция, которая пропускается через экстравертную чувственность, да. В общем, очень много, конечно, можно рассказывать про INFJ. Пишите в комментариях, ребят, свои мысли, у кого вышел этот тип INFJ.
Иногда бывают ошибки, да, в типировании в этом тесте, поэтому ищите более полный тест. Если что, пишите мне на почту. Я, может быть, отдельно сниму ролик, как самим определить более точно, да, свой тип личности по когнитивным функциям. Но в дальнейшем я буду обо всем этом рассказывать еще подробно, поэтому поддерживайте видео лайками, комментариями, и увидимся в следующем ролике. Thank you.